Всем привет! Это видео про подготовку запчастей. Подготовим все запчасти, которые нужны для сборки двигателя. Начну с самого простого, с болтов. Чтобы его закрутить, надо болты. Сколько штук? Надо 5 штук. Но вот эти, что были, они хорошие. Два длинных, это тут где втулочки. И 3. Да, то есть болты все есть. Потом тут нету втулочки. Вот такая втулочка тут идет. Она подошла. Точно подошла, ну. Ну да. Да, все подошло, втулочка есть. Давайте с крышкой будем заканчивать. Все, что на крышку тут надо. Вот такой болтик, вот он хороший болтик, так его поставим. Вот тут он закручивается. Дальше с болтиком. Так, надо сальник сначала. Ну, сальника у меня просто нету выхода другого, нету, ну. И крышки нет, ну, другого. В общем, я поставлю вот тот, что был. Посмотрим, если он будет протекать, будет мокро вот тут, будет течь масло, тогда я его поменяю. Но мне надо сейчас собрать, а другого у меня нет. А покупать новое, то это надо полностью покупать тогда. Ну, смысл, ты поставишь что, один новый сальник? А вот это все, что старое поставишь, тогда надо уже все новое покупать. А это у нас просто скутер из старых запчастей, понимаешь? И я новое постараюсь ничего не покупать. Ставим тот, что есть, старый сальник. Вроде он хороший, не порванный. Вроде, ну, не деревянный такой, что прям пластмассовый. Ну, такой он. Вроде нормальный. Сальник есть. Да и подшипник тоже вот этот, потому что другого у меня нет. А такой, ну, он вроде нормальный. Будем считать, что тут идет сальник, вал с подшипником и болтик с гаечкой у нас есть. То есть можно сказать, что с крышкой уже готово. Вот дальше надо. А вот дальше тут уже сложнее, потому что запчастей все меньше и меньше, ну, хороших. Вот был вот этот подшипник тут. Есть вариант снять с другого картера. Какой лучше? Сейчас посмотрим. И вот этот подшипник, что тут стоит, вот он. То его, я думаю, точно надо менять. Он что-то мне вообще не нравится. Есть вариант вот отсюда снять. Видишь, что тут пыльник на нем стоит. Он был с пыльником, а этот был вот так. Тут попадала грязь, песок. Я думаю, что вот этот лучше будет. Он хотя бы закрытый, внутри, наверное, чистенький, все нормально. Надо его снять. И тут есть еще вот этот подшипник. Тоже. Сейчас его выбью, посмотрим, какой лучше. Ну, просто так, на ощупь, типа, ну, как я его определю. Где люфт меньше. Попробую пластилином сейчас. Да просто его выбью. Ну да. Да тут получается, что он тоже, он типа с одной стороны идет открытый. А я думал, с двух сторон у него пыльник идет. Но все равно чуть-чуть есть люфт, а у этого
Тоже есть. Даже больше. Получается, зря я его выбивал. Ну, заодно уже туда и сальник сниму сейчас. Может, тут сальник. Если бы он был хороший сальник, то тут не было бы масла и ржавчин. Ну, непонятно. Надо выбить еще и сальник. Край отверточкой стукнул, и он выпал. Вот. Надо выбрать. Начнем с этого подшипника. Вот есть два. Вот этот, что был тут, и вот этот, что я только что выбил. На вот этом ничего не написано, вообще ничего. Ни одной буковки нет. Ну, это, конечно, мне не нравится, потому что неизвестный подшипник. Может, его уже кто-то менял. А вот этот, то тут написано. Вот, Япония. Ну, поэтому я выбираю вот этот, что японский. Поставлю его. Вот, горелочкой. Чуть-чуть расплавил и повыдувал пластилин. Примерно одинаковый люфт у них. Поставлю вот этот японский. Так, подшипник. Дальше сальник. Вот сальники. Вот я его помыл, а это, оказывается, уже не оригинальный стоит. Поэтому и подшипник тут стоял не оригинальный. Кто-то менял, понял ты, да? Поэтому я поставлю вот этот Кортеко. Да, я его ударил тут чуть-чуть. Сейчас я его выровняю. Вот отвертки. Ну вот я его выровнял. И даже он, ну, и ровный стал, вмятину выровнял. Просто я когда сделал ошибку, что я выбивал его вот так, поставил отвертку сюда. И выбивал, и оно тут согнулось. А вот этот выбивал черный, то черный я уже выбивал по-другому. Отвертку ставил вот сюда. Зацепился так туда, вот так под углом. И вот этот выбился ровный, понял? Надо бить не сюда, между. Ну, если ты хочешь снять его цельно. А надо за обойму, за край выбивать. Ну ничего, я его выровнял. Зато он оригинальный. Поставлю его. Что тут? Что-то можно понять. Да, что он плотненько сидит. Значит, он еще хороший. Ты понял? Он еще плотненький. Кортеко фирменный. Все на базу ставим. Что там? Ага. Дальше подшипники. Надо выбрать из вот этих двух. Да, то без номерной, без названия, без ничего. Значит, мы не будем его ставить. Вот этот, я думаю, что это японский. Да, Япон. Это Япон. Ты что, гонишь? Что? Конечно, мы его поставим. Вот там видно. Бачишь? Но я выбираю его по-любому. Да, я все-таки решил его вскрыть с этой стороны тоже, потому что вот такой крючок есть. Наверное, надо не за внутреннюю, потому что тут можно порвать, и оно уже... А тут, где оно не трения нет, оно просто тут защелкивается. Попробую сейчас с этой стороны. Ага. А не, зашло. О, получилось снять. Да, видишь, хорошо, что я его снял, этот пыльник. Ты что, гонишь? Тут же, бачишь, яке болото. Ты что, гонишь, елки-палки. Вот это все болото.
Надо отмыть. Я еще думал, снимать, не снимать. И дальше по редуктору надо вот эти две звездочки. Ну тут понятно. Подожди, а что это? Тут как будто ее выбивали. Как будто эта шестерня тоже менялась. Как будто она не оригинальная. Что-то у нас какая-то... Так, снимаю шайбу. Вот тут была вот так шайба. И потом сверху еще одна шайба потолще. Мне кажется, что-то перепрессованная шестерня. Я покупал редуктор. Вот 1332 скоростной на свой джог. И отсюда забрал. Тюнинг поставил. А вот эти стоковые поставил в эту коробочку. То есть вот эта шестерня, это стоковая 3KG. И вот если ее взять, поставить, то вот видно, что она меньше. Вот тут установлено больше. Вот да, тут видно даже царапины. И вот видно, что кто-то стучал. Тут видите, кто-то стучал. Видно следы какие-то. И так и понял, что тут перепрессовано вот это. А я хочу стоковая, чтобы была. Понимаешь? Тут 13. 13, а тут на стоковой 12. Короче, у меня нету редуктора, получается. Но двигаемся дальше. Будем знать, что мне надо. Мне надо вот эти две штуки в сборе стоковые. Вот такое желательно. А где его? Буду искать на разборке где-то. Дальше на джог. Вот тут на Алиэкспресс купил пробочку такую синюю. А вот это осталось. Ну вот тут даже пробочки нету. Вот пробочка. Тут надо резиновое колечко. Вот там идет резиновое колечко. Резиновое колечко вроде бы хорошо подходит или нет. Вот такой сапун. Другого нету. Вот этот сапун. Прокладочка. Сюда еще идет стопор. И сливной болтик с медной шайбочкой. Все с редуктором уже все. Перехожу сюда. Надо колодки найти. Сюда надо найти болтик. Тут резиночки вроде нормальные. Ну да, оно так в натяг крутится так. Только надо помыть и смазать. Японский болтик, потому что тут надежно надо зажимать, этот, ну, тормоза надо, чтобы все надежно было. Тут осталось колодки еще найти. Колодки. Ямаха. О, Ямаха 110. По диаметру одинаковые. По ширине. Тут написано Ямаха 110 и тут Ямаха. Но это усиленные. Тут нету. Это легче такие. А это более тяжелые. Это, наверное, передние, да? Потому что они... А это более задние. Типа более усиленные. Возможно, а может и нет. Да я думаю, любые можно ставить. Ну, вы напишите, если что. Уже я что-то неправильно тут ставлю. Ну, подошли они. Тут тоже что-то написано 110,5. Пробуй, как колесо надевается. Нормально вроде. Дальше тут сайлентблок надо. Вот этот, что был старый сайлентблок, то он 20 миллиметров. Вот, если его на амортизатор померить. Почти люфта нету.
Ну, чуть-чуть так. А вот если взять вот этот, что новый на 19, то он уже болтается тут сильно. И если я его запрессую, вот этот новый на 19, то когда ты будешь зажимать, может ухо лопнуть. Понимаешь, лопнет оно или согнет. Ну, в общем, его нельзя сюда ставить. Надо именно 20 шириной. Нету тут. Нету на 20 ничего. Вот я его зажал в тиски. Вот видно, что оторвалось от резины. Ну, не полностью, но уже... Короче, надо менять его. Не, ну можно было поставить, но желательно поменять, конечно. Ну, с другой стороны... Ну, ты поездишь там чуть-чуть, потом опять надо будет его менять. Ну да, он уже надорванный такой. Может тут снять его? Ну да. Тут лучше состояние его. Это из старых запчастей скутер. Да, это тоже оригинальный, похоже. Ну вот, сайлентблок есть. Так, это получается мы только половину подготовили. Вот эту половину. Сюда все нашли. И сюда. Теперь переходим на эту сторону. Да, но тут надо будет сейчас трансмиссию. Давайте уже с двигателем закончим. Допустим, на эту сторону, что нам надо? Тут вот такие резиночки. Я там ходил в гараж, нашел с другого двигателя. Трубку. Вот резиночки, да, они подходят. Резиночки нашел. Трубку. На трубку надо подшипники. Ну да, есть люфт. На этом нету. Вот тут больше. Да, ну она кривая. Вот эту заплющенную, что тут было, я его обточил на наждаку. И это. Хотел посмотреть, насколько сильно она кривая. Ого. Бачиш? Ну да, сильно кривая. И подшипники не выбиваются даже, ну. Наверное, придется обрезать вот тут. А вот эта трубка. Тоже она чуть-чуть заплющена. И тоже ее по кругу вот обтачивали. Это, видимо, их слабость. Что бьют, выбивают, заплющивают. Но мы можем посмотреть, насколько она ровная. Вот вроде ровно. Ну да. Чуть-чуть, да, оно. Ну чуть-чуть есть, но не сильно. То нормально, думаю, пойдет. Вот головочкой на 10 выбился. Оригинальные подшипнички. Япан, тут видишь, написано. То крутые. И что они? Да, тут тоже надо будет обтачивать. Вот эту трубку надо будет почистить от грязи, иначе ты их... И вот тут тоже заплющено, надо все будет зачистить. А может в станок ее и резцом пройтись лучше, точно. Вот снимаем стопор. Хорошо, что она проходит насквозь в патрон туда. Угу. Видишь, она только вот тут взяла чуть-чуть, а там вообще не взяла. Что-то надо еще. Чуть-чуть там снял и все, вот.
И вот посадочные места я не протачивал, ну, оно должно плотно на посадочное место типа сесть. Дальше идет плотно. Тут в начале проточил, и оно от руки теперь заходит. Не надо забивать. О, бачишь. То тут, да, посадка, видишь даже. Получается прослаблена посадка или что? Хотя я ее не точил, но она что-то слабо тут сидит подшипник. Еще канавки надо почистить. Если их не почистить, вот тут видишь ржавчина какая-то, грязь. То у меня было, что стопор выскочил, и эта качелька сместилась как-то. Вот настолько где-то сместился двигатель, как-то оно выскочил. Надо обязательно канавку чистить, чтобы кольцо там надежно было в своем месте. Да, у нее уже поврежденная оцинковка вот эта, она начала ржаветь. А как ее оцинковать снова в домашних условиях? Может, мы оцинкуем? Но сейчас она крутая уже, да? Еще подшипники отмыть. Оно же было оцинковано, а резцом я его сточил. Тут по-любому надо теперь грунтовать, потому что оно поржавеет опять. Когда вставляю я между рамы эту трубку, то тут вот сколько не достает. Получается, что там зазор. Бачки, зазор. Где-то 2-3 миллиметра. Она короткая. Еще болт не заходит. Если ты думал, что это так все просто, типа трубка, забил, то теперь уже болт не заходит. Надо тут рассверливать. Вот эти фаски снимать, где забито. И вот я замеряю от канавки, то расстояние одинаковое. Я думаю, уже одну сторону кто-то на наждаку обточил или обрезал. Не, они от канавки до, вот эти одинаковые. Это означает, что одинаково с двух сторон. Надо подставить шайбы или что. Вот притащил другой двигатель. Когда трубка в хорошем состоянии, то тут видно, что заводские фаски такие идут. А тут у меня уже этого нету. Вот поэтому она и короткая, бо ее это место, я думаю, расплющено. И поэтому как раз вот эти фаски, что были, их расплющило. Они развальцевались, и трубка стала короткая. Вот у нас есть размер легкое касание. Этот размер переношу сюда. И вот получается, насколько она короткая. 2-3 миллиметра. А тут вот этот размер плотно. Поэтому она в раме болтается. И тут придется подлаживать шайбы с двух сторон. Все, болт уже проходит, все нормально. И поставлю просто шайбу. Тут она плотно заходит. Да, будет получается на 1 миллиметр или сколько тут. На 2 миллиметра будет двигатель смещенный куда-то. Вот, с одной шайбой плотно заходит качелька, эта трубка. Я думаю, это не страшно, да, 2 миллиметра. Так, вот я все тут собрал, комплект, подшипники, кольца, шайба. Гайку нашел. Но эта гайка, она какая-то... Можно ее прогнать мечиком. Вот, нашел мечик. Резьба совпадает. Это у нас 12, 1,25.
Просто прошелся, оно... Что-то черное такое, грязь какую-то. Оно просто вычистило из резьбы грязь такую черную. И все нормально уже закручивается. Все, теперь, да, ты подготовил трубку, вот это все дела. Двигаемся дальше. Тут две втулочки надо направляющие. Вот я их нашел. Но пока не буду вставлять. Дальше сюда стартер надо. Да, тут будет стартер. Я планирую, что он будет заводиться даже стартер. Ну, посмотрим. Вот этот стартер, что тут был, он отломано ухо. Значит, надо искать другой. Идем поищем там. Но у него вал не такой короткий. Еще вот один. Ого, Дукати. Это крутой. Дукати, ты что, гонишь? Made in Italia, Дукати. Дукати, это очень крутой, наверное. Да, и он вроде рабочий. И он... И он подходит, да? Что? Он именно защелкивается. О, да, он подходит. Как-то он слабенько как-то, да? Болтики надо теперь. Мне самому уже плохо стало вот этих поиск запчастей. Да, то подходит. Все нормально. Все, болтики есть. Что тут дальше? Ну дальше или идти по пути впуска, лепестка, карбюратора, воздухана. Или коленвал, поршнева. Или на эту сторону генератор, насос, маслонасос, магнит. Давай начнем с болтика. Тут вообще болтики идут. А тут вот такие были, мы же не можем их поставить обратно. Ну вообще-то можем. Но мы не будем. 6 штук. Все одинаковые. Вот подобрали. Точно такой же длины. Вот, будет под ключик. Так, дальше вот эту штучку надо сюда. Но она кривая. Выровнять надо ее. И болтик тоже поставлю под ключик тут. Сейчас проверим тут все. Все зажалось нормально. Потом сюда вот 2 болтика тоже подобрал. И прокладочку. И сюда поставил старый пыльник, сальник. Другого нету. Ну, маслонасос вот я нашел. Это от другого Джо. Сейчас мы... Он должен быть рабочий. Во, бачишь, сюда надо болтик. Вот такой длины будет нормально, да? Тут получается на 6. Я что тут нарезал резьбу, да, вроде я уже забыл. Что тут на 6, понял? А в насосе не проходит этот болтик. Надо рассверлить его. Вот теперь болтик проходит, закручивается. Но я тут обнаружил. Сейчас зажму и покажу. Вот, ты зажал его. Зажал, да? А с этой стороны напротив, там же болтик не идет, и оно... В общем, видно, как насос стал наперекос. Там можно щуп засунуть даже. 0,10. Вот с этой стороны напротив. Вот щуп проходит. Ну и вообще вот так, если понажимать, видно, как оно играет. Играет. Щель. Вот она сужается. А, вам не видно. В общем, насос на одном болту, он не жестко стоит.
Он чуть-чуть у него там. И я думаю, что когда поставлю вот эту шестерню, что оно будет. Или ничего не будет тут. В общем, я решил нарезать там резьбу. Что-то мне это не нравится, что оно есть у него люфт там. Нету. Они посчитали, что там и не надо уже делать. Раньше они делали, а в этой модификации, ну я сейчас нарежу резьбу. Мне так будет более... Мне кажется, что оно будет наперекос, а эта штука пластмассовая. И оно начнет ее жрать, выработку делать. Вот это он не гонит. Решили сэкономить одну резьбу. Вот с обратной стороны как вышло. Сквозной. В общем, все нормально. Получилось нарезать резьбу. Теперь насос будет на 2 болтах. Круто будет. Болты под шестигранник идеально сюда подходят. О. Да, все четко. Вот это да, сейчас четко, надежно, без перекосов. Вот это мне нравится. Дальше вот это привод маслонасоса. Надо найти хороший, бы этот побитый какой-то. Вот тут, где маслонасос у меня, я нашел. Вот подписчик отправлял. Привод, сейчас распакуем, посмотрим. И вот и заодно магнит, и вот этот магнит, он там побитый внутри. И тут есть вроде бы хороший такой. Тоже вот 2GA. F2GA, это оно, да? Тоже F2GA. Ну, хороший. Подсъемник хороший там. Под шпонку целое все. Возьму лучше этот. Помнишь, как-то давно я тебе отправлял маслонасос на Yamaha с отломанным штуцером, из которого ты сделал заглушку? Вот он штуцер. А, штуцер? А зачем? Уже мне не надо этот штуцер. Уже я сделал с него заглушку. Ну, ладно. А, ну тут есть. Вот, есть вот этот штифт. Спасибо подписчику. 2 стопора хороших. Ну да, по сравнению с вот этими стопорами. Это более какие-то не так, не такие разжатые. Поставлю вот эти 2 стопора. Вот этот штифт. Но этот штифт надо проверять на коленвале. Как он входит туда. Штифт. А привод тоже один вот надломанный какой-то. А, и этот тоже у него. Ого. Короче, эти приводы, да, ты что гонишь? Можно было бы их поправить тут ножичком. Еще поставить, блин, ты что гонишь? Можно, конечно, их поставить. Они лучше, чем вот этот. Это вообще убитый какой-то. Значит, я иду поищу, еще может лучше есть. Вот пакетик номер 2. В этом пакетике. Вот. Это без дефектов. Значок Ямахи там.
Со значком Ямахи, это значит оригинальное. Все. Что тут дальше? Тут уже дальше генератор идет. 2GA. Вот с болтиками. Генератор есть. Ну вот этот датчик я отпаял, не помню зачем. Надо было что-то снять. В общем, припаяю назад потом. Я его отпаял просто. Ну, дальше тут надо шпонку и гайку. Ну, гайки я нашел несколько видов. И ну, широкая, узкая. Дальше вот такая есть. На 17, на 15, на 14. В общем, думаю, с каких-то из этих гаек и тут какую-то подберу гайку. Это уже потом, когда буду зажимать. Это японские гайки. Дальше шпонку. Ну, шпонку сниму с этого коленвала. Еще посмотрим, что это за шпонка. Ну да, вроде это нормально шпонка. Вот этим острым поставлю сюда, оно подходит, да? Да, она подходит сюда. Все нормально. Значит, это нормально, шпонка. Все, шпонка есть. Дальше сюда надо болты на вентилятор. Болты нашел, но это на глаз болты. И точно я длину, это надо вот закрутить, чтобы оно не закрутилось куда-то в обмотку, в генератор. Сейчас мы посмотрим, что. Вот, допустим, ты зажимаешь, да? Типа ты зажал вентилятор. Ого, а что оно так заплющивается? Ты что, гонишь? Что-то тут не то. А, тут что-то не то. А что такое? В общем, когда я зажимаю, оно хочет выломать этот пластмасс. Тут надо магнит с каким-то выступом. Или тут какую-то шайбу надо. Что это такое? Что-то тут не то. Что, магнит 5БМ отличается от этого или что? Короче, получается, что упора нету, оно в воздухе. Опа-на, что значит? Видите, магнит 5БМ, он отличается. Он идет с таким выступом. Так я и думал, блин, ты что гонишь? У меня нету такого магнита. Мне так повезло, я нашел коробку чисто случайно под ногами. Даже не знал, что забыл, что у меня она есть, или не знал. В общем, смотрите. Кто-то прислал запчасти. Тут и крышка есть какая-то. Моторы Минорелли. А на моем не написано такого. Знаешь, ничего не написано. А на этой пишет Италия. То крутая крышка, да? Японский подшипник. А крышка просверлена. Это затюнинговая крышечка. И самое главное, что тут есть. Магнит такой, как надо. 5БМ. И что, он хороший? Ой, блин, он не хороший. Зря я обрадовался. Блин, ладно. Короче, значит, все-таки нет. О, еще одна крышка. О, то тут же редуктор есть. Ого, чувак. Вот это я нашел склад. Ты что, гонишь? Вот это подписчик. Федюк Павло Ильич. Большое спасибо, Павло. За этот ящик запчастей. Ты что? Блин.
Это ж редукторы, которые я искал. А их тут целая куча. И опа. Без зуба. Ну, может, мы что-то выберем сейчас. Я думаю, тут можно что-то выбрать по-любому. Я взял, подумал, что если я сюда подставлю шайбы, чтобы не искать именно магнит 5БМ, а просто шайбочки подложить сюда на вот эту толщину, вот сколько тут толщина, вот такие шайбочки. Но потом смотрю чисто случайно, замеряю вот этот выступ. Вот, 55 миллиметров. А тут он меньше, то есть получается, что он тут 52. Это означает, что тут они разные, понимаешь? Не только из-за вентилятора, а еще и вот этот выступ. А это означает, что тут что-то с зажиганием. Ну, не так, как на этом. И я думаю, что если даже если купить магнит 5БМ, то он будет работать с 2GA. 81,5 на 3КG. А на 5БМ, ого, намного больше. 88,5. Ну, а значит, мне точно не подойдет этот магнит. Это надо вместе с генератором менять. Наверное, я поставлю вот эту родной, что оно идет в комплекте, ну, типа, в паре. Пара такая работает. Это. А тут просто шайбы подставить и все. Может, там и вот эта плата отличается, бо тут написано 3КJ. Так это мне получится, что надо менять и плату, и генератор, и магнит. А смысл это делать? Что там, ну, что там? Лучше оно зажигание там без отсечки, тоже с отсечкой. Ну, или тут наоборот нету отсечки. Может, это даже лучше 2GA. Да, с редукторами тут вообще загадочно. Все три вала вот этих. Все три, все отличаются по количеству зубьев. Тут меньше, тут чуть больше, тут еще больше. Можно посчитать, конечно, мне что-то лень считать. Но видно, что они все по количеству зубьев отличаются. Нашел два мануала в интернете. На одном трансмиссии вот 4813 и 38, ну я их выписал вот эти. Два разных. А вот это Yamaha Vino. Тут вроде 5БМ двигатель, да, вот 4813, 4213. Это получается он более скоростной, 11,9 соотношение, а тут на 3КJ 12,7. Первичный вал у них у всех 13 идет. А промежуточный вот этот маленький вал, тут 12 бывает. 11 бывает, 12 и 13. Три варианта. Вот этот вторичный вал, то тоже бывают три варианта. 36, 38, 42. Так что нам надо сделать? Что нам надо 48, 13. Вот 13 берем. Вал первичный. То мы собираем редуктор. И 48. Ну 48, понял, это вот эта звезда. То тут у них у всех 48 идет. То есть можно любую взять на 48. Так, 13,48. Ну давай, я не знаю какую. Любую. Да вот даже та, что была вот тут. Вот она тут была на 48. А потом 13 должно быть. Вот это у нее как раз 13, вот этот вал. Так. И на 42. А 42 тут получается только 2 есть. И это опять же та, что была, получается. А, ну да, вот она была, что постукана какая-то. Получается вот этот редуктор, что был, так он и останется, наверное. А получается, что это вот 5БМ. 11,9 соотношение. А еще более скоростной, чтобы собрать, то я не знаю. По идее можно.
Но надо знать вот эти все числа. Это надо искать опять мануал. От какого двигателя искать, не знаю. Так я ставлю вот этот 11,9. Ну вот это точно 3KJ стоковый. Потому что я собрал тюнинг, а стоковый поставил в эту коробочку. То у него, видишь, что вот такие числа. А это все не знаю от чего. А, это получается 36, значит, это стоковый 3KG. 38, не знаю от чего. 42 это получается 5BM-овский. Ну вот Yamaha Vino там. А вот эти все одинаковые. Да, ну и тут тоже. А, тут еще одна модификация есть. Видишь, тут на 10 или сколько миллиметров. Ага. Вот. Входит в подшипник. А этой стороной тут не входит. Тут получается 12 миллиметров. 3XG. 12, а на этом 10. И с этой стороны. У этого тут 12, а у этого тут тоже 12. Ага, значит получается с этой стороны они одинаковые. А вот тут, где под подшипник, то разные. 10 бывают и 12. Не заходит сюда. Тут 10. И тут тоже 10. Только в этой 12. Ну, она мне точно не подойдет в подшипник. Получается вот та, что была. Так и оставлю. Тот редуктор полностью как был, так его и оставлю. А крышку решил попробовать. Попробую вот эту поставить. Сейчас я ее очищу, отмою, краску сниму. Вот, отмыл крышку, надо сполоснуть ее. Вот такая крышечка получилась, классно. Поставлю ее, бо тут на ней написано все, мне нравится. А тут все подписал, на всякий случай, может. Когда-то надо будет еще какие-то запчасти. Дальше, значит, кожух охлаждения. Но на кожух тут надо резиночки, вот такие резиночки. Там где-то были, вот тут они. Вот тут у меня был кожух. И вот эти резиночки. Да, подошла вот эта короткая. Только у нас что-то разлагается резина. Да, бачишь. Да, подошло. Подобрал болтик. Ну вы зацените, в чем фишка правильного болтика. В чем его фишка? В том, что ты закручиваешь на всю резьбу, но при этом он не выступает за пределы, ну, понимаешь, если ты закрутишь вот так, как тут, вот это неправильный болтик. В эту резьбу набивается болото, грязь. Набивается. Тут он заржавел. А потом ты начинаешь откручивать. И это все грязь портит резьбу, и ты срываешь резьбу или вообще не можешь открутить. Но он не должен выступать, понимаешь? А вот тут классно получилось. Вот это фишка правильного болтика. Надо чуть-чуть короче болтик. Вот, а это уже вот зажал, ты до конца зажал, а тут хопа, и он полностью спрятанный. Понимаешь? В общем, с болтиками мы закончили. Переходим куда? На коленвал давай переходим. Ну, чтобы тут поставить коленвал, надо сальники и подшипники. Ну и сам коленвал надо, но вот этот мы не будем ставить. Сейчас поищем другой. Это запасы, какие-то запасы еще. И вот я думаю, ставить новые сальники и подшипники. Или это будет, ну, это ж скутеры старых запчастей. Сейчас поищу старые подшипники.
Это самое главное, типа сердце мотора. Это надо подшипники, сальники, коленвал и поршнева. Самое главное. Поэтому я, наверное, поставлю новые. В общем, мы сделаем вид, что мы поставили старые. То есть все. Да, это крутые. Кортеко. Да, это классно. Допустим, это у нас есть. Made in Italia. Это крутые. C3. Что за C3? Надо посмотреть. Ну да, новые подшипнички. Италии. Думаю, надо их поставить. Но это не точно. Вот это вроде ямаховские. Коя. О, это японские. Может, поставим их? Но это капец. Поставить не новые, а вот эти. Это я даже не знаю. Это... Ты гонишь? Ну, вообще-то... Это ж скутеры старых запчастей. Можно поставить и старые. Да, тут что-то на Ямаху я вижу. Только вот эти два. Сейчас мы их посмотрим. Ну вот эти все коленвалы. Прикинь, они заржавели. Они 2 года тут валяются. Не 2 года, лет 5 уже. И они, прикинь, все заржавели уже. И надо с них выбрать. Ну, а то придется долго выбирать. 3АА. 3АА. Не, это забитый. Вон какой удар тут есть. Блин. Короче, я беру этот ящик. Будем сейчас выбирать. Я хотел уже этот ящик тащить в гараж. Он такой тяжелый. Чтобы, ну, сидеть и каждый перебирать. Чтобы выбрать себе. О, подшипники забыл. Чтобы выбрать себе коленвал, знаешь. Ну, я не знаю, какой из них. Надо выбирать. А потом смотрю, тут где ящик с хондовскими коленвалами. Ну, это хондовские. Но это все под ремонт. Тут, ну, вряд ли тут есть что-то. Ну, в общем, тут была коробочка такая. Я смотрю, открываю коробочку. Я думал, что это хондовский. Потому что все хондовское тут. А в этой коробочке ямаховский коленвал. И он, ну вот, значок Ямахи. Бачишь, и тут на щеке он тоже. То есть это оригинальный. Я так смотрю его, что даже вправо, не то что вверх-вниз, а даже вправо-влево минимальный люфт. Ну, то есть вверх-вниз то тем более нету тут. Но только тут, чтобы не были прослаблены вот эти шейки, где подшипники, бо они как будто прослаблены, то надо проверить. И резьбы. Ну, в общем, он визуально так смотришь, он очень... Ой, там что-то написано еще. Так визуально, ну вот тут. Ну тут вроде насос идет, ничего страшного. Его надо кинуть на центра. Посмотреть. Мне кажется, это хороший коленвал. Он был в коробочке. В общем, я беру пока его, там даже не буду копаться в той куче. Пока что беру вот это. Вот эти 2 подшипничка. Коя. И это тоже Коя. Да, 2 одинаковых Коя. И что? Ну, есть чуть-чуть. Оно новое. О, так тут тоже есть что. Прикинь, на новом больше люфт, чем на старом. Наверное, я знаю почему. Потому что это типа C3. Зазор C3. Ну, это типа для высоких оборотов. А вот есть еще C4. Но это с полиамидным сепаратором. Ну, вот этот. Да, тут еще больше. C4 еще больше зазор, чем C3.
Ну, а тут меньше всего. Ну, есть чуть-чуть, да, есть, но не такой сильный. Есть, да, но ничего страшного. Его надо смазать. Короче, я поставлю старые подшипники, а вы как хотите. Ставьте новые. А то новые это куда-то на проект пригодится. Это ж скутеры старых запчастей, ничего страшного. Я могу без видео очень быстро их поменять, чтобы видео не снимать. Раз, два, чик-чик. Потом, если что. Так как я выезжаю раз в год, то мне хватит этих даже старых подшипников. Так что я хотел проверить? Я хотел проверить посадки вот. О, бач. Не, ничего тут не просажено. Я думал, может оно от руки надевается. Ого. Ты что, гонишь? Не, тут не просажено, тут. Не, тоже ничего тут не просажено. Да, тут тоже ничего не просажено с этой стороны. Очень плотно. Допустим, подшипники у нас есть. Да, их надо помыть от грязи. И надо смазать. Я думаю, что они еще поездят. Ну, дальше я хотел проверить его на биение. И тут дело в том, что да, есть биение, но дело в том, что тут забитый. Вот этот, ну, забитый, тут обточено, видишь, кто-то обточил. Заплющено, и тут не получится на центрах. Надо как-то по-другому. Дальше есть вот такая штука. Посмотрим. Надо ее выставить. Да, есть 10 соток, есть биение. Но оно, видишь, напротив шатуна, это значит, что щеки надо либо раздвинуть, либо сжать. Это мы сейчас узнаем. С другой стороны надо еще проверить. Так, ну тут побита поверхность. Тоже есть, да. Это 7 соточек биения. Ну, нам надо его сейчас выровнять. Вот так-то он неплохой, люфта вообще нету, шатун фирменный. Только он без отверстий тут, видите, нету отверстий. Люфт вообще нету, но вообще он классный, резьба, все, тут шлицы, все четко, посадки. Только чуть-чуть его надо подровнять. Сейчас попробую. Так, вот этот штифт, помните, штифт мы должны были проверить. Да, он подходит, все четко туда. И я обнаружил тут дефект один. Вот смотри, она вроде четкая, ну, сами вот эти дорожки, но она имеет люфт, болтается. Болтается. Сходил в гараж, взял другую. О, это плотно сел. Вообще нету люфта. Вообще. И плотно так села туда она. Бач, все. Чик. И теперь нам надо его выровнять. Вот смотрим на стрелку. Вращаем его. И видно, что когда индикатор, палец шатуна в нижнем положении, напротив индикатора, то стрелка поднимается вверх. Это значит, что вот эта цапфа вверх поднимает индикатор, понимаешь? А это значит, что щеки вот тут
Возможно, поэтому тут и забито, потому что кто-то выбивал его и согнул коленвал. И сейчас надо просто его зубилом чуть-чуть ударить. По идее, ты раздвинешь их, и цапфа уйдет ниже, и тем самым биение наше уменьшится. Надо попробовать. Давайте в прямом эфире сейчас. Ну вот сейчас сколько? Ну это надо на 0 выставить. Просто тут оно все не закреплено хорошо. Индикатор тут болтается. Стоит просто. Надо хорошую стоечку магнитную. Ну сейчас где-то 7 соток. Давай попробуем раздвинуть, посмотрим что-то. Строго напротив пальца забиваю зубило, но не сильно так. Ну сейчас, да я даже не забил нормально, надо еще, наверное. Ну сейчас сразу должно показать. Ну. Пока что вообще, ничего. Подожди, шо? Получается, мы много уже раздвинули, понял? Уже то было минус 5 соток, да, 7. Ох, а сейчас уже плюс, уже надо наоборот, сильно я, в общем, перестарался. Да. Перестарался, в общем. Надо теперь сжать. Надо было чуть-чуть его. Перестарался. А сейчас. О, вот уже. В общем, я за кадром сейчас его вот сделаю. Это будет много воды. В пределах 1 соточки. Но дело, знаете в чем? Что когда выставляешь с этой стороны, вот допустим, соточку ты выставил. А с другой я уже вижу даже на глаз, что оно начало бить. А когда выставляешь с этой стороны, то оно бьет с этой. То есть, не получается две одновременно. Я думаю, что это из-за того, что возможно щека провернулась относительно другой щеки. Если тут приложить, то с этой стороны тут щели. Значит, эта щека пошла вниз. А если она пошла вниз, значит, с этой стороны должно быть наоборот. Вот давай поставим. Это уже выше будет. Да, так оно и есть, видишь? О. С правой стороны щель. Это означает, что они чуть-чуть провернулись. Поэтому не могу я их выставить, чтобы было одинаково биение. Надо провернуть, надо за одну держать, а по другой ударить. То получается наоборот надо. Вот эту вниз надо. Алюминиевый молоток, а еще лучше медный молоток, чтобы была инерция большая. Попробовать его провернуть. Ну, сейчас проверим. О. Да, вроде выровнялся. Сейчас попробую оцентровать. Удалось выставить соточку с одной и с другой стороны. Вот. Показываю. Вот соточка. Крупным планом.
Ну и вот одним кадром снимаю, ничего не скрываю. С другой стороны. Тоже. Бачишь, соточка. Все. Коленвальчик ровный. Соточка, думаю, в допусках. Ну вот по мануалу на цапфе максимальное биение 3 соточки. Лимит. 3 сотки максимум. А вправо-влево люфт шатуна вот стандарт 0,35-0,75 допуск. Максимум 1 миллиметр. Лимит. Это уже все, типа надо. Ну тут еще есть вверх-вниз можно проверить. Но чем я его проверю? Можно щуп засунуть, если тут есть вот. Вот 0,50, да, заходит. Вот 0,50 заходит, 0,60. Вот 0,60. Не, уже не входит. Только чуть-чуть край щупа, но полностью весь щуп, чтобы просунуть, не заходит. Это означает, что тут где-то 0,55. В общем, коленвальчик отличный. Фирменный. Вот тут где сальник ходит, возможно, я нулевочкой пройдусь. 3000, знаешь, вот так заполирую тут. Посмотрим, когда будем устанавливать. Дальше нам надо сальники. Вот, то есть старых запчастей скутера вообще-то. Снова притащил этот картер длинный, потому что тут есть сальники. Вот, старые сальники, нам надо их забрать. Поставим себе. О, видишь, как оно снимается, без молотка снимается. Когда никто не бил молотком, вот оно снялось, не надо бить молотком. Все нормально. Вот сальник. Я его выбью. Да, жалко. А то и уже все. Он лопнул. А этот... Ну, этот можно было бы поставить, но он пластмассовый стал. Ну, все, допустим, мы поставили сальники, подшипники, коленвал. Захлопнули его. Тут надо дальше прокладку и цилиндр. Поршень, ну, головку поршневую надо. Вот эту всю кучу цилиндров перерыл. И нашел от Yamaha горизонт только 2 цилиндра, прикинь. Тут есть китайские, но на Yamaha горизонтальные, чтобы воздушное охлаждение. И чтобы оригинальный, то только 2 цилиндра есть. 4 GP и 3 KG. Да, я нашел только 2 их, но смотрите, на этом обломано ухо, я только что заметил. Там гаража не увидел. Тут обломано. Значит, этот сразу же отпадает. Не, ну можно заварить, но если есть с целыми ухами, то зачем варить? Это у нас 3 KG. Поэтому и головки есть разные. 4 GP. Это получается вот этого цилиндра 4 GP. Вот такой цилиндр идет. А это 3 KG. А, 3 UG. Что бывает именно 3 KG? Ну, идем поищем. Нет, прикинь, я очень удивился, когда узнал, что у меня только одна головка на Yamaha. Ну, вот это и вот та 4 GP. Вот это все Honda, Suzuki там. Ну, что хочешь, китайский. Но на Yamaha только одна, прикинь. Ну, не одна, но та еще есть 4 GP. Это очень удивительно, что это же самый ходовой, можно сказать, скутер. А у меня на него только одна головка. И так же самое эти цилиндры.
Получается, с этой кучи только один цилиндр оригинальный и хороший. А это все или китайский, или Honda, или Suzuki, или там... Ну, прикинь, ну, то есть мне просто нету с чего выбрать, если их было несколько штук. В общем, я решил, что 4GP оставлю с этим 4GP. Может, я когда-то тут заварю его, восстановлю на какой-то скутер из старых запчастей там. Но я сейчас не готов это все варить. Но зато он будет комплектный, типа 4GP, 4GP. Родная головка, типа. А вот эту 3UG поставим сюда. И тут тем более и поршень есть, а там поршня нету. Я думаю, что это родной поршень. Сепаратор типа. Ого. Кольцо тут есть. Какое-то кольцо. Но нам надо достать его, посмотреть. Ну, может, он запоренный, то надо растачивать. Но резьба тут, резьба целая. Ну, надо смотреть внутри, что там. Ты что, гонишь? Короче, поршень не могу вытащить, заржавел. Сейчас запшикаю ему уже ВДшка. Еще, я думаю, его можно нагреть. Нагреть цилиндр, он от расширения должен... Я его нагрел еще сильнее, поршень вообще не двигается. Попробую молоточком, ну, вот так. Не. Неохота ничего сломать, бо это оригинальный поршень там стоит. Там, да, кстати, оригинальный поршень. Ямаховский оригинальный поршень, неохота его сломать, и цилиндр оригинальный. Но он не выбивается. В общем, сейчас буду как-то вытаскивать. Даже не знаю, как вытащить. О, пошел. О, вытащил. И что с ним? Вроде бы нету глубоких задиров. Это все надо отмыть. Мы так ничего не узнаем. Сейчас буду отмывать его. Вот пескоструить можно его внутри или что. Он какой-то ржавый. А поршень, да, поршень. Был прихват. Он был прихвачен. Да, тут поршень, конечно. Да, он оригинальный, но что толку, если его... О. Он, короче, прихваченный был. И что, ставить его, не ставить? Бо он просто ямаховский, оригинальный. А то все, даже не знаю. Разве что он там будет очень плотно. Вот кусок кольца. Кусочек кольца достал. А вот эти пиптики тут есть, да. Знаете что, сейчас я его отмою. И так будем рассматривать, будет так ничего не понятно. Почистил ножичком, а сейчас попробую отпескоструить его. Такой получился.
какими-то пятнами. Это, наверное, компрессор масло кидает. Поэтому пятнами. Ну какой заметил там выхлопное окно, интересно. Там у него есть какие-то карманчики. Я сейчас покажу. О, бачишь? Какие-то карманчики справа и слева. О. Бачишь? Туда у выхлоп типа карманчики есть. Такие интересные. На выхлопе. Какие-то два карманчика. Вам видно, да? Вот справа и слева. А зачем это? Вот там он. Ну вы видели, да, его? Вот там. Что-то связано с завихрением. Хоп. Туда. Такие глубокие карманчики там есть. Ну, в общем, так-то все нормально. Сейчас покажу еще поближе гильзу. Просто ее надо пройтись хоном-то. Может. А может надо растачивать. Таких задиров нету, знаешь, глубоких, что капец там царапин. Надо дальше поршень. Все, пошли чистить поршень. Ну он уже видно, что падает. Что он не подойдет нам. Головка. Поршень весь в задирах. Ну все, головочка отмыла, все нормально. Вот такая головочка. Тут я чуть-чуть только помыл. Тут, ну. Главное вот тут вот очистил. Поршень тоже, но он капец весь в задирах. Ну я, наверное, все равно его поставлю. Просто потому, что мне капец, меня что-то лоскочет даже. Мне так нравится, я прям вообще. Когда там пишет Yamaha, вот там видишь ART. Да, кстати, ART это точно японский. Потому что вот видно там ART есть. О. Там в предыдущем видео я тоже поршень находил ART и догадывался, что это Япония. Это да, это точно, что Япония, вот ART. Потому что тут Yamaha написано. То значит эта фирма ART делает для Yamaha поршня. Там еще какой-то номер есть. 3CP20. ART там. Да, он очень пострадал. Поставлю его, может оно будет ехать еще. Кольца только надо подобрать. И вот тут надо почистить. Вот тут кольцо будет залипать. Оно вот такой задир был. Вот тут надо почистить чуть-чуть над фильком. Чтобы кольцо свободно ходило вот тут и вот тут. Так-то он, да, пострадал, конечно, сильно. Но зато это фирменный Porsche. Сейчас ради интереса его замерю, сколько он.
39,90 получается. Зазор между поршнем и цилиндром 0,3-0,5. Но если бы у нас был нутромер, чтобы померить цилиндр внутри, а нету нутромера, есть, мы можем только поршень померить. Цилиндр не могу, нету инструмента. Но если даже поршень посмотреть, то 39,95, 39,96 это стандарт. Получаю, а у нас 39,90. Нам надо 5-6 соточек добавить, и он будет как стандартный, понимаешь? Получается, по поршню у нас сейчас 5 соток выработка. И кольца тут есть, тоже я смотрел. Кольца 0,15, где там? Ага, вот. 0,15, 0,35. Зазор в кольцах должен быть торцевой. Лимит 0,70. Да, кстати, а по поршню лимита нету, да? Когда его выкидывать? Нет, тут нету. Тут есть, что зазор десятка, а то между... Если между поршнем и цилиндром десятка, то это уже все, лимит. Но мы не знаем зазор цилиндра. Поэтому можно поориентироваться просто по поршню. В следующем видео можем попробовать сделать вот этой штукой. Оно просто нанести надо на поршень. Сделаем такое покрытие молибдена. И оно... Ну, типа, мы можем нарастить, типа, поршень, понимаю. Восстановить эти все царапины там. Ага, вот есть юбка поршня двигателя. Ну и мы сделаем, попробуем сделать. При температуре 150 в течение 1,5-2 часа надо запекать. Я думаю, что у нас получится, надо попробовать. Над фильком сейчас канавку вот тут. Ну, где кольцо было. Надо чуть-чуть. Вы можете себе ставить новый поршень. Какой-то Мототеч, SEE там. Вланд. Мне нравятся вот такие. Да, просто... такое у него состояние. Был бы он лучше, хорошо. Но уже какой есть. Дальше кольца. Конечно, хотелось бы оригинальные кольца, но где их взять? Буду подбирать то, что есть. Ну, есть, да, чуть-чуть ступенька. Прикинь, как я тут пескоструй повыбивал вот эти все раковины. В цилиндре. Это что, оно поржавело тогда? Это оно так поржавело? Это оно так поржавело или что? Теперь там будет масло собираться, а то может даже и хорошо, типа. Нано-смазка. Ну, вместо хонинговки. В этих будет ямочках. Да, нам, кстати, надо пройти с хонинговкой. Видишь, что тут есть выработка, но небольшая. Вот такие кольца выбрал. Зазор. Зазор проверяю ниже вот этой типа выработки. Ниже того пояска опускаю чуть-чуть. Ну, вот тут, допустим, бачишь, где? То тут зазор 0,30. Вот 0,30 очень туго заходит. Ну,
0,30. 0,40 уже не заходит. 0,30 туго заходит. С трением. Получается там 0,30. Ну и это тоже 0,30. Ну, то я думаю, это нормально. О, очень туго так. Даже держится там. Тоже 0,30. Вот 0,30. Вот он там даже держится. Туго заходит. В общем, 2 кольца по 0,30 зазор. Визуально вот такой зазор. Ноль 0,30, да? Все. Так, какой верхний, нижний, думаю, тут нету разницы. Все, кольца есть. Прикинь, с этой толстой пружинкой, или как ее, оно, кольцо не садится. Оно настолько толстое, что кольцо не садится туда. Где-то было потоньше такое, вот потоньше. Может, это подойдет. Кольцо не свою канавку. То значит, да, это подойдет. Это кольца такие они. О, сейчас да, а то тоненькую поставил, и кольцо, да, полностью утопливается туда. Все, кольца есть, надо пальчики, подшипники и стопоры. Вот эти стопоры выбрал без усиков, ну без вот этих усиков. Но так на оригинальном стоит без всяких усиков. Вот 2 нашел вроде на 10 стопоры. А вот эти сепараторы, подшипники, то знаешь, как я думаю лучше их выбрать? Вот смотри, если их присмотреться, то тут есть, видно, от резца. Вот тут точены, типа резцом точили. Что-то они протачивали, не знаю. Внутри, типа, есть от резца такая. И тут я один нашел такой, что... А где он? А, вот. Вот видишь, вот тут. На многих, что у меня валяется, видно от резца вот тут. То есть, я думаю, их обтачивали, типа, дорабатывали на токарном станочке. А тут один я нашел, что нету ничего тут от резца, оно просто отлито. Я думаю, что вот это фирменный. От резца тут ничего нету, понимаешь? Ну, я так думаю, что это фирменный, потому что он типа качественно отлит. А не доработай на станку токарном там. Ну, вот, например, вот этот. Ты что, гонишь? Вряд ли это на фирменном будут его резцом чуть там протачивать что-то. Потому что криво отлито, то надо доработать. Я так предполагаю, я точно не знаю. Напишите вот. Вот если какой-то фирменный взять, то тут нету от резца никаких канавок. Поэтому я думаю, что вот эти это китайские. Что там проточенный резцом. А вот этот, все, выбираю вот этот. Он только один тут из вот этой толпы. Что не проточен. Не, ну есть такие, но это вроде диовский какой. Не, дио на 12. А, вот тут как видно хорошо.
внутри. Видишь, как тут проточено даже внутри. Ты хочешь сказать, что это фирменный подшипник? Нет, конечно. Нет, ты что гонишь? Так не будут делать на фирменном заводе. Вот это протачивать, типа. Только с халтура. А вот этот около люкс. Люксовый. Вообще внутри ничего не проточен. Можешь заценить там. Видишь, там никто ничего не точил его. Ни внутри, ни снаружи. Просто вот эта клетка для иголок, она... Ну, какая-то выглядит качественная. Возьму его. Дальше пальчик. Вот тут был, ну, тут все пальчики у меня. Вот их собрал на кучу на 10. Но как выбрать японский? И вообще есть он тут или нет? Я не знаю, как определить. И взял поршневую, вот ямаховская. Оригинальная. Тут поршень оригинальный. Вот написано Минераль. Что это точно оригинальный. И тут есть пальчик. И вот если взять вот этот пальчик. Минераль оригинальный. Посмотреть на его фаску. Ну не на фаску, а на торец вот этот. Вот видно, какая у нее форма там. Как он вообще сделан. И теперь сравнить его с вот этими. На какой он больше похож. Ну если смотреть. Ну вот это точно нет. Видишь, его доработали на наждаку. Где ты видел, чтобы на оригинальном было? Ну, то есть, жить на наждаку, ты понял? Ну, грубо говоря, кто-то там на заводе подгоняет под размер на наждаку. Вот тут видно, что его точили. Подтачивали, чик-чик. Кто-то на заводе подтачивает, подгоняет длину его. Значит, это уже нет. И все, что на наждаку подточенные, сразу откидываем их в сторону. Вот, например, следующий. Вот видно, что тут... Это уже точили тоже на станку, типа видно, что... Завихрения какие-то. Это отрезным резцом их нарезают, наверное, там. Видно. Завихрения. Вот эти завихрения, то тоже, ну, не похоже, что это оригинал. Ладно, что вас долго не мучат, то... С этих всех, что тут есть, то только один, вот. Похожий на оригинал. Вот этот, что справа. Вот это слева оригинал. Вот справа, посмотрите, как он. Очень похожий. Очень похожий. Вот это, я думаю, да, оригинальный. Ну, по крайней мере, он очень похожий. Все остальные, они вообще даже близко не похожи. Ну, это все нет. Сразу видно, что отличия есть. Ну, вот этот еще может быть. Ну. Он так, ну... У него дырка кривая, как будто... А, ну да, со смещенным центром. У него со смещенным центром отверстие внутри. В общем, со всех, что я смотрел, вот сами посмотрите, они... Ближе всего это вот этот. У него даже цвет такой коричневатый. Ну и потому что я хочу оригинальный, я не хочу, ну, китайский ставить. Ну это не прикольно. Вот что происходит с китайскими, выработка. Вот такая ступенька тут делается. И цементацию вот эту съедает.
И ну и в общем потом беда случается. Мы можем проверить по мануалу пальчик микрометром. Вот пистон пин, наружный диаметр 9,99 или 10. Это в стандарте. А лимит у него 9,97. Ну вот, я взял микрометр. Вот по щелчку он ровно на 0 становится. Вот 0. Бачишь, четкий 0. Теперь нам надо на 10 миллиметров его открыть. Вот 5. Вот 10. Вот тут ровно 10. Посмотришь, что пальчик наш скажет. Сейчас вот этот. Ну вот, допустим, сколько у него. Вот тут где выработка, да, по центру, если она есть. Где ходит подшипник. Ну вот по щелчку. Но если было на одну рисочку меньше, то это было бы 99. Вот 98 и 97. Вот тут аж лимит его. 97. А у него 99,5 получается. На полмикрона меньше. Вот по щелчку. Ну. Видишь, у него только пол рисочки выработка там. Даже может меньше, чем пол рисочки. Понимаешь? А одна рисочка вот эта 0,01. Ну и вот я беру, вот, допустим, от 10 отнимаю 10, 0,01. Выходит 9,99. Понимаю. Ну тут, чтоб у нас же нету одного, у нас половинка. Отнять там 0,05. 0,05. То получается 9,995. Ну да, это в допуск. Ну получается, что да, оно ну примерно в стандарте он находится. Просто надо микрометр такой, чтобы было тут деление еще более точное. Не знаю, такие бывают вообще. Чтобы было еще один 0 после запятой. Есть такие? 0,001. О, тогда мы бы измерили точную. Пока что нету таких инструментов. Ну, примерно мы видим, что он в стандарте находится. Но точно не 9,97. Ну, то есть его еще он не в лимите находится, это точно. Вот есть метутой. Да, вот он. 0,01 у него. Ну, тут, конечно, цена на него. Вот еще один есть. 7000 гривен. 0,01. Вот такой нам надо. А тогда бы мы точно его измерили, этот пальчик. Ну, ладно, все равно мы видим, что лимит тут еще можно кататься. Теперь надо прокладку под цилиндр. Вот Yamaha Made in Italy. Оригинальная прокладочка. Вот берешь прокладочку фирменную. И она, бачишь, она очень идеально подходит. Идеально подходит. Ничего не надо подрезать вообще. Фирменная прокладочка есть. На эту сторону попробую перевернуть на другую сторону. Тоже просто идеально. Так, прокладочка есть. Ну, можно поставить. Просто я не знаю, как ее определить, что она оригинальная. Как?
Ставлю вот такую. Да я бы поставил бэушную, но как ее определить, что она... Вот эту? А, это с нержавейки, ничего себе. Точно, вы помните, в прошлом видео мы разбирали Сузуки, то там стояла прокладка с нержавейки, точно. Да, это, наверное, китайская прокладка. Это точно. Это точно, что китайские вот это. А вот это с нержавейки, вот в чем фишка. Ага, точно, значит. Ага, ну да, смотри, она даже повторяет форму. С этой стороны плоская идет по бокам, а сверху и снизу такие полукруги. Тут тоже так. Плоская идет, а тут полукруги. Точно, это она. Вот эту и поставим. Но она по шпильках не сходится. А это тоже не сходится. По шпильках не сходится. А может сходится? А ну давай накинем сейчас. Допустим. Нет, это не оно. Она не лазит туда. Тут даже шпильки потолще идут. А вот нашел вот такая двойная. Она идет двойная с нержавейки. Вот эту Сузуки оригинальная прокладка. Но она нам не подходит. Я уже думал рассверлить, но я боюсь, что испортить. Как ты рассверлишь аккуратно. Чтобы, ну, аккуратно, чтобы было. Рассверлить нет, это надо чем-то. Может, бормашиной, типа там чуть-чуть так. Ну, в общем, нету. Я все переискал. Вот есть только вот такая, что подходит. Все остальные, они не подходят. Ну. Это диаметр большой, это еще что-то. Такая есть, но это еще хуже. В общем, вот такую нашел. Вот эту и поставлю. Она подходит. Еще искал, все равно ничего не смог найти. Гаечки тут непростые, потому что они не на 6, понимаешь? Болтик на 6 она проходит, не знаю на сколько, может на 7. На 7, наверное, да. Я хотел вот эти уже поставить. Под ключик на 10, но потом нашел под ключик на 12 вообще. Такие свежие гайки, японские. Это болты я брал на развес, на разборке, там килограмм, 100 гривен, чем-то, не помню. Взял 10 килограмм, и вот уже они сколько раз выручают меня с разборки мопедов. И тут были вот эти гайки. Вот это пойдет на другой какой-то скутер. Вот это крутые, под ключик на 12. Вообще мощные такие. Да, и они подходят, все. По мануалу 7 идет с резистором, да? Буква R тут. Зазор 0,6-0,7. Ну вот нашел именно такая, как идет по мануалу. BPR 7HS. Так, дальше переходим сюда. Лепесток, впуск, карбюратор, воздушный фильтр. У меня не было 5BM, я не знал, что он не подходит, прикинь. И впуск не подходит, и лепесток не подходит. Тут надо вот такой лепесток, похоже. Вот этот, да, и значит и впуск другой. Но я не знаю, вот этот оригинальный или нет. Потом карбюратор. Ходил искать крышку и нашел карбюратор еще один. Даже не знаю откуда-то, что может. О, он. Тоже он Делорто, да? Ну да, Делорто 12, но ПХВА. А это ПХБН. О, это крутой, тут смотри, ручечка есть. И есть электроклапан. Это мне нравится, что не надо.
А, подожди. А, ну да, у него, если он так ставится, на эту сторону. Ты понял, чем я тут еще плохой? Потому что, если он ставится вот так, то тут неудобно крутить. Все с левой стороны. Значит, тут нам не подходит. И тут механика. Да, зря я его собирал, в общем. Наверное, вот этот. А тут что? Тут что-то упало. Если тут есть от него крышечка. Да. Заслонка, крышечка, тут все есть. Сейчас он комплектный, но работает он и вообще электроклапан. Это все надо продувать, прочищать, мыть. И просто болтик поставил, стопор на иглу. Сделал комплект, а дальше вот ставлю на кучу. Да, это все долго, потому что ничего нету. Я пока болтик искал, там резьбу нарезал еще. А еще это все надо мыть. Это все очень долго. Потому что это из запчастей скутер. Еще и из старых запчастей. Если бы это было все в комплекте, то я бы уже давно его собрал. Также это ничего нету. Надо все искать. Все, тут вот карбюратор. Дальше. Тут надо воздушный фильтр. Надо опять идти искать. Есть корпус 4GP. Вот такой интересный какой-то. Не знаю какой. Есть вот такой 5GD. Есть от него патрубок. И вот этот рестриктор. Ладно, возьму его. Вот такой есть поролончик. Хотел его примерить. Похоже, что это оно. Надо примерить. Продавался как оригинальный, но написано Made in Taiwan. Тайвань это разве не, ну, не Yamaha? Что, ну, как это оригинальный Тайвань? Почему там не Япония там, или Италия, а Тайвань? Что-то подозрительно. Но поролончик такой, похожий на фирменный. Он похожий, да. На фирменный. Что, да, он так классно подходит сюда. Тут, бачишь, два штырька, они вроде бы, да, все совпадает. Оно. Ага. Да, все точно совпадает. Ну, похоже, что оригинал, но Тайвань как-то подозрительно. Вот, да, он четко подошел. Нам надо только впуск, вот этот манифолд еще найти. Фильтр-бокс, считай, что есть. Вроде бы, да. Тут я переделал под болты уже. Там была резьба сорвана. Что нам надо сюда? Торг надо, сцепление, колокол и гайку. Все, идем искать. Ну вот они все тут. Я не знаю откуда. Но это может кто-то прислал, а может кто мопеда от какого-то, а может было с мопедом как запчасть. И тут надо выбрать якийсь стоковый нормальный шкив. Ну вот этот вроде, ну что, он синий. Ну это скутер из старых запчастей, пускай будет синий. 105 что-то написано. Сцепление. Блин, тут все, оно много штук кажется, что есть, но тут все металлолом почти. Это китайская. Это якась тяжела. А, тут еще обломано ухо.
А зачем я их держу? Это надо все перебрать в металлолом, выкинуть. Зачем я их держу и переставляю с места на место? Там где-то вроде... Вот это оно, да? Вот такое стоковое. 4GP. Ну это что туда? 2GA. Ну вот это да, похоже. Но тут пружинки нет. Что туда? Фирменное. Двухколодочный. Капецкий тяжелый. О, вот это интересно. Легкая, трехколодочная. Пружинки тут такие тоненькие. А, ну бо оно легкое. Ну, значит, все, берем вот это. Это мне нравится. Ну, подойдет сюда. А, оно не... Прикинь, оно не входит сюда. Ты что, гонишь? Так, вот он заходит на вал. Нашел колокол побольше. И вот это сцепление, вот оно, входит туда. Интересно, оно в крышку не будет упираться, в крышку вариатора? Так, сейчас покажу, что я выбрал. Ну, это колокол, вы видели. Это сцепление, вроде все оригинальное. А шкив, сколько у него диаметр? 122. Ого, 122. Вот так он раскрывается. Тут есть вот этот бортик. На нем написано, что он просто вот 2008 год, 122. Ну и тут написано Япан. Вот. И тут 90. Что, чего это? Ну что мне понравилось, что тут прямые дорожки. Да, их только две, но они прямые. То есть мне нравится, что тут прямые. Этот шкив. И смотрите, оно вроде... И там Япония. Это... А, пружину еще забыл. Сейчас еще пружину найду. Что я хотел показать, что оно, бачишь, четко вроде подходит. И в сочетании с вот этим, бачишь, все. Тут вроде вот такая гайка идет. Бачишь, ну. Вот, типа, держу завал. Где-то шкрябает что-то. То и потом разберусь, что оно шкрябает. Будем считать, что мы подготовили задний шкив. Только пружину надо еще. Вот все мои пружины. И какая тут надо пружина? Ну, какая-то стоковая. Ну, тут есть разные диаметры, разные жесткости. Как ее определить, какая, что тут, ну, вот это я не знаю. По диаметру можно, вот это не она. Вот это она, но она очень высокая, что-то не похоже. Есть из тюнинговых. Stage 6 там. Вот это может быть короткое и малого диаметра. Вот это похоже. Да, вот это похоже на. А, еще гайку надо. Прикинь. Нашел какой-то ящик. А в этом ящике сальники старые. Блин, это ж как классно нам повезло. А? Что теперь у меня есть сальники.
Аж 3 штуки фирменных. И главное, что они старые. Так что они подходят нам на проекты старых запчастей. Я уже думал новые ставить. Зацените, аж 3 штуки. Еще один такой, но это не фирменный. Тут у нас есть, если, ну, тоже вот 2GA двухколодочную. Это запасной вариант. Вдруг, если что-то тут не получится, вот эта комбинация, то есть вот стоковые все в сборе, то с двигателя снят. Оригинальное все. Да, тут колодок уже нету, колодок. Но если что, есть запасной вариант. 122, а тут меньше. Да, подошла гаечка. Будем считать, что эта сторона уже все. Теперь надо на эту сторону. Тут якась втулочка такая идет вроде бы в начале. Вот она. То она. Да, мы поспешили чуть-чуть. Тут надо вот сюда звездочку вот эту и храповик на заводной механизм. Тут есть два вида. Одна широкая, одна узкая. А какая тут идет? И одна на втулке идет, втулочка. А тут идет игольчатый подшипник. Игольчатый. И та подходит, и та. Какая тут идет вообще? Ну, какую ставить? И количество зубчиков отличается. Ага. Значит, то надо со стартером. Надо померить со стартером. Я нашел уже 4 вида. Всех разный диаметр, количество зубчиков. А какая именно тут надо, то надо подбирать сейчас. Так, что я выбрал? Вот был такой пакетик, и тут маркером написано, чтобы с кнопки заводился. Возможно, это подписчик прислал, спасибо ему большое. Я поставил ее сюда, а вот эту промежуточную выбрал с птичкой, потому что, ну, с птичкой это значит оригинальная. А на этих птички нету. Ну, поставил с птичкой. И вот. Все работает вроде бы. Осталось найти сюда 2 болтика. Но это мы точно не узнаем. Это когда мы все соберем, будем пробовать, подадим питание. Это мы тогда узнаем, что оно действительно. Оно может шуметь. Может оно... Ну, посмотрим. Тут еще 2 шайбочки, я забыл про них. Вот эти 2 шайбочки. Тут идет шайбочка, идет. Потом идет сверху вот эта звездочка. И потом снова шайбочка. А потом уже крышечка. То есть там еще всего 2 шайбочки надо сверху и снизу. Время очень занимает. Вот дефицит болтов. Вот именно вот таких болтов нету. Все убитые болты. Ну, выбрал вот такие более-менее 2. Хотел чтобы целенькие были, не раздолбанные, но нету. Придется такие ставить. И тут есть вот вариатор бэушный топ. Топ перформанс. Это крутой, да? Не, ну мы хотели стоковый ставить. Ну ладно, уже поставлю этот. Потому что стоковый он может, надо его запиливать. Он не выходит на радиус. А вот этот большой с тем большим шкивом может как раз нормально будет. Но его надо протачивать, наверное. Еще есть молоси какие-то. Ему же надо паук. А тут нету паука, да? Вот такой есть 3АА. И есть с птичкой. Где-то тут, вот птичка есть. Вот тут. Тоже оригинальный. Ну и подходит. Стоковый.
Может, ну так-то подходит визуально. Щеку нашел, вот видишь, одна с тупым таким, или это кто-то сам так сделал? У нее тупой край в начале, а тут он острый идет. С самого начала острый. И это оригинальный 3K. 3K. Вот он. Да, тут обломаны зубчики. Но дело в том, что оно еще, понял, вариатор 94, вот эта щека 93. Это получается, что он не выйдет на радиус, да? Или хватит мне этого радиуса? 93,5, а тут 94, да? Комплектуем вариатор дальше. Тут надо слайдеры и ролики. Ну, слайдеры тоже хотелось бы оригинальные. А как их отличить от оригинальных, я не знаю. Я думаю, что вот эти белые. А вы напишите, это так? Вот тут резиночка есть. Надо запомнить, что тут резиночка. Мне кажется, вот эти белые, это оригинальные. Так. Да, конечно, загнался я сильно с этим видео. Очень длинно. И все равно мы... Ну, так, ролики. Ага, ролики. Тут будет стоять труба Лео Винчи. А там когда-то присылал Артур трубу с Польши. Или с Германии. То там было с трубой с Лео Винчи. Ролики Лео Винчи. Такие синие. Я думаю, что оно как раз подойдет под Лео Винчи Туринг. Там еще пружина идет вообще-то. Тоже. Пружина, ролики. Я поставлю ролики Лео Винчи. А что их так много тут? 6 штук. Подожди, какой стороной они ставятся? Посмотрел в интернете, бы я уже забыл. Вот этим упором в левую сторону. Тут нет упора, тут есть. Этим упором в левую сторону ставим. Вот так. Чик. Все, в левую сторону. Я мог бы поставить старые ролики, бы это все старых запчастей. Но просто это Лео Винчи, типа родные ролики от Лео Винчи трубы. Можно поставить любые. Мы еще будем, возможно, их и менять, настраивать. Но пока что вот такая сборка. То так себе планирую. Вроде все нормально. Что там дальше идет? Я уже нашел гаечку сюда. Делаем вид, что мы собираем. Втулочка 38 миллиметров. Я ее замерял. Так, что тут дальше? Щека. Может, тоже ее поменяю? Она 93, а надо 94. Ну и дальше тут. Тут, может быть, будет еще заводной вот этот механизм, и оно тут тоже поднимется, кажется, выше. Можно сразу поставить. Ну да, и тут уже мало что остается. Как раз для храповика. Храповики тут тоже всякие есть. Где-то был. Вот это похоже на оригинальный, такой стальной. Поставлю его. И эти тоже тут есть. С птичкой. Бачишь, есть вот эти храповики. Вот есть с птичкой там. Фирменный. Но он уже сорванный. А еще с птичкой найти, чтобы был, ну, хороший. Что-то нету, да?
Вот этот с птичкой вроде нормальный. Вдруг, если что, я потом поменяю. Это так, пока собираю до кучи. То надо попробовать, как он будет заводить. Если есть зацепление, то хорошо. Если нету, поменяем. О, бачишь, он не заходит. А, у него внутри шлицов нет. Понятно. Ну, вот этот тоже с птичкой, такой толстый, мощный. Попробуем его. Тут еще, возможно, шайбы. Это мы будем еще... Да, гаечка тоже японская. То мы еще будем настраивать. Это так, предварительно еще. Он старый. Он выдержит еще? Если сильно не гонять. Это ж на стоковом. Может, на стоковом еще поездит? Вот тут надо длиннее ремень будет, чем стоковый. Потому что тут же увеличенные шкивы и вариатор. Ну, вроде бы подходит. Так. Будем потом настраивать. Хотел еще про крышку снять, но уже даже не буду снимать, как тут подбираю. Я понял, что это видео совсем затянутое и не очень крутое получилось. Потому что надо было снимать видео по пунктах. Сериал снимать. Допустим, нашли вот это коленвал, подшипники, сальники, поршневую там. Собрали. Потом впуск, лепесток, карбюратор. Потом генератор, магнит, охлаждение. Потом можно про заводной механизм, вот эти все штуки. Или полностью все, что под крышкой вариатора. Понимаешь, и видео выходило бы чаще. А так просто мы собрали, ну, нашел я эти запчасти и что дальше. Будем собирать все. В следующем видео уже собираем двигатель. Только как я буду его собирать, ну то посмотрим. Ну в смысле как? Я же дойду до трансмиссии. И я не могу ее просто собрать. Ну примерно можешь ты собрать, да? А, ну что, мы просто соберем ее, да? А настраивать будем потом. Да. Наверное, просто поставлю редуктор. А собирать трансмиссию не буду. Когда он уже запустится, тогда, наверное, буду собирать. Ну, в общем, посмотрим-ка. Можно просто на коленвал закрутить вот этот храповик, чтобы заводить его. Можно запустить вообще без трансмиссии. Когда он будет на колесах, тогда настроить уже. В общем, посмотрим как. Но много чего я нашел. Считаю, что ничего не было. Из запчастей собрать. Хорошо, что у меня есть много чего. Манифолд нет у меня. И лепесток хотелось бы оригинальный. Будем надеяться, что этот нормальный. Тут видно, что точечки есть на болтах. А эти точечки, это похоже, что оригинальный. Вот на каждом болтику есть точечка такая. Вот, бачишь что. Вот эти точечки, то может быть на китайских вряд ли будут такие точечки. На болтиках, бачишь что? А, не, у него лепестки открытые. Надо, значит, его разбирать. И что-то подгибать, там есть щель. Оно будет сифонить. Вот эти сальники есть у меня, вот видно их. Несколько. А вот таких нету на эту сторону. Это только один, и он такой очень дубовый уже. Желательно, может, где-то найти бэушный сальник такой, Кортека. Может, у кого-то есть. И манифолд оригинальный. Манифолд. Ну, вроде бы все есть, да? Все, можно начинать собирать его из запчастей.